Bluetooth-колонка с поддержкой технологии True Wireless Stereo, технология PatiCast версии 2.0 и Bass Up. Также данная модель имеет RGB подсветку, встроенный микрофон, удобное управление, пассивный излучатель для улучшения низких частот, защиту от пыли и влаги стандарта IP67 и поддержку фирменного приложения, в котором можно найти предустановки звука, настройку подсветки и не только. Но как вы уже поняли, данные характеристики, разумеется, я прочел в рекламе колонки под названием Anker Soundcore Glow Mini. И как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется эта колонка в стандартной для Soundcore коробке с изображением девайса, названием модели, а также краткой информацией и основными фишками. Упаковка неплохая, все упаковано компактно, без каких-либо дополнительных отсеков под кабель для зарядки, который идет в комплекте, или для краткого руководства. Во всяком случае, колонка пришла целая, вес данной колонки 278 граммов, а габариты 75 на 92 мм. Отмечу, что она слегка больше и тяжелее, чем Mini 3 Pro. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь на канал с колоколом, перейдем же к обзору. Приобрести Anker Soundcore Glow Mini можно в черной расцветке. Хотелось бы, конечно, иметь хотя бы пару расцветок на выбор, но что есть, то есть. Может, потом как Motion Plus выгрузит еще в двух цветах, если будет популярной. Форм-фактор колонки, как и у модели Mini 3 Pro, нижняя часть корпуса, дно, выполнено из матового пластика с прорезиненной вставкой. Плюс есть пассивный излучатель и 3 антискользящие ножки. А сверху находится решетка из пластика с логотипом компании. Вишенка на торте — это подсветка, которая занимает большую часть корпуса колонки. Область с подсветкой имеет глянцевое маркое покрытие, опять же, к сожалению, лучше бы матовое было. Колонка собрана хорошо, нареканий к сборке нет, но вот то, что колонка может быстро потерять презентабельный вид, это факт, так как Mini 3 Pro у меня лично быстро собрала потертости и царапины, а эти обе колонки выполнены плюс-минус с одного материала. Я считаю, что колонка, которая предназначена для использования на природе или где-либо вне дома, должна быть более устойчива к внешним воздействиям, но если вы собираетесь ее использовать дома, то в целом проблем не будет. Сама подсветка реализована интересно, но подсветку такого типа мы уже давно видели у колонок от других производителей. Как по мне, в Mini 3 Pro кольцевая подсветка в каком-то смысле выглядит даже более стильно, но, конечно же, кто любит яркую цветомузыку, подсветка у Glow Mini — это лучший выбор. Подсветка имеет несколько режимов работы, плюс ее можно отключить по необходимости или создать свою кастомную подсветку, используя 11 предустановленных эффектов. Но отмечу, что переход между этими эффектами резкий и выглядит это дело не очень. Переключить режим подсветки можно через приложение или с помощью кнопки на колонке. Далее из интересного на корпусе также тканевый ремешок с надписью Soundcore, что удобно, так как колонку можно подвесить куда угодно. Жаль только, что нет карабина в комплекте. Многофункциональная кнопка питания, кнопки для регулировки громкости, кнопка для переключения режимов подсветки, кнопка для входа в режим сопряжения и кнопка для входа в режим PatiCast версии 2.0, в котором можно подключить между собой более 100 колонок с этой же функцией. А также Glow Mini поддерживает функцию True Wireless Stereo для соединения с другой колонкой в стереопару. Из команд, помимо перечисленного, есть переключение треков и ответ-сброс вызова. Далее на корпусе также есть LED-индикатор, микрофон и разъем Type-C для зарядки, который расположили за прорезиненной заглушкой. Разговаривать через колонку можно, вдобавок удобно, так как микрофон отрабатывает отлично. Как вы уже поняли, AUX входа или разъема под microSD здесь нет, что неудивительно, но и нехорошо. Летим дальше. Оснащена Anker Soundcore Glow Mini полнодиапазонным драйвером на 8 Вт и пассивным излучателем, который расположили на нижней части колонки, как я уже говорил. Технология Bass Up на борту, ее можно включить или выключить в приложении. Заряд аккумуляторов шторки на смартфоне отображается. Мультипоинт на борту. Ко всему он полноценный до 2 устройств. Колонка автоматически подключается после включения с ранее сопряженным устройством. Автовыключение можно настроить в приложении от 5 до 60 минут, что позволяет хорошо сохранить заряд аккумулятора. Далее, емкость аккумулятора 1800 мАч. Полный цикл зарядки занимает в среднем 2 часа 55 минут. Время автономной работы, по моим тестам, на громкости около 70% составляет 9 часов. Что, к слову, неплохой результат, учитывая характеристики модели. Колонка может прожить и дольше, все зависит от выставленной громкости, а также от того, используется ли подсветка. Далее, водонепроницаемость класса IP67, конечно же, я протестировал ее на водонепроницаемость, окунув в проточную воду на 30 секунд. Радует, что она никак не пострадала от воды, вам же не советую намеренно бросать ее в воду.
Anker Soundcore Glow Mini подключается к приложению Soundcore. На стартовой странице с подключенной колонкой мы имеем заряд, но не в процентах, за что минус. Далее иконка play-пауза, ползунок регулировки громкости, включение-выключение технологии Bass Up, вкладка с настройками подсветки, вкладка с 4 предустановками эквалайзера, а также 9-полосным кастомным эквалайзером, на который колонка откликается довольно неплохо. В настройках можно включить-выключить голосовые подсказки, настроить автоматическое выключение и обновить прошивку, но мне обновления еще не прилетали. Плюс за то, что в приложении есть функция белого шума с множеством предустановленных звуков. Bluetooth версия 5.3 из кодеков только SBC, разумеется, к яблочным девайсам, ноутбукам, компьютерам и другим девайсам. Она также подключается как к Android смартфонам. Связь со смартфоном колонка держит хорошо, обрывов или фризов я не обнаружил. Задержка при просмотре видео на YouTube или фильмов приемлемая, в играх, разумеется, задержка более заметная. Примеры вы сейчас увидите и услышите. Далее, звучание. Учитывая форм-фактор, Glow Mini достаточно громкое. Также отмечу, что если сравнивать с Mini 3 Pro, то этой модели, разумеется, более глубокие и мощные басы. Звучание мне понравилось. По частотам мы имеем хорошо проработанную середину, приятные высокие частоты, хорошую сбалансированность и детальность. Для небольшой компании прослушивание музыки в фоне в целом Glow Mini хороший выбор. Также я вставлю небольшой пример звука, но предупреждаю, что вы будете слышать совсем не тот звук, который она выдает вживую. Вы будете слышать свою колонку, и плюс еще и сжатие YouTube. Но многим это дело нравится, особенно а-ля в сравнении. Но это лирика. Минусы. Корпус быстро теряет привлекательный внешний вид, область с подсветкой очень маркая, подсветка реализована не до конца хорошо по мне. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. Резюмирую. Беспроводная колонка Anker Soundcore Glow Mini неплохая колонка, но лично меня данная модель слегка разочаровала своими внешними деталями, так как я ожидал более практичного решения. Но в то же время, как практически и всегда, Anker не перестает удивлять качеством звука. В хорошем смысле. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. От меня девайсу однозначное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.